Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вам покажу несколько вкусных, легких и полезных салатов. Сегодня я вам покажу немного необычные варианты, так что вы сможете пополнить свой рацион небольшим разнообразием. Ну а сейчас пойдемте готовить. И для первого варианта я беру вот такой листовой салат с скарола, но вы можете готовить из любого листового салата. И нарезаю его средними кусочками. Теперь беру хороший пучок щавеля. Щавель выбирайте с молоденькими листочками. Он придаст легкую кислинку салату. Теперь возьмем любой кусочек твердого сыра и нарежем его средними кубиками. Отправляем к зелени. А теперь нам понадобится тунец. Количество ингредиентов добавляйте на ваш вкус. Солим по вкусу. Добавляем черный молотый перец. Оливковое масло. И еще добавлю яблочного уксуса. Хорошенько все перемешиваем, и наш первый салат готов. Такие салаты я всегда советую заправлять перед самой подачей, чтобы они оставались хрустящими. И посмотрите, какой аппетитный салатик у нас получился. Полезный, вкусный и за счет сыра и тунца еще и сытный. Ну а мы перейдем к следующему варианту. Для следующего варианта я беру вот такой кучерявый салат индивий, но вы, как всегда, можете использовать любой салат. И также нарезаю средними кусочками. Следующий ингредиент – это крабовые палочки. И нарезаю я их средними кусочками, сильно не мельчите. Дальше нам понадобятся маслины. Если хотите, нарежьте их кольцами, а я добавляю целенькие. Солю по вкусу. Добавляю оливковое масло. И еще нам понадобится сок лимона. Для ярких красок можете добавить и черных маслин. Хорошенько перемешиваем, и наш салат готов. По желанию можете добавить черного молотого перца. И вот такой вкусный и красивый салат у нас получился. Для любителей крабовых палочек это отличный вариант. Ну а мы перейдем к следующему салату. И для следующего салата я снова беру салат с скарола. И также нарезаю средними кусочками. Люблю этот салат, потому что он немного хрустящий. Теперь беру зеленое яблоко и нарежу его средними кубиками. По желанию можете его очистить от кожуры. И сразу полью его лимонным соком, чтобы оно не темнело. Следующий ингредиент – это сушеная клюква. Она придаст салату немного кисло-сладкий привкус. Солю по вкусу. И добавляю оливковое масло. Лимонный сок мы с вами уже добавили, поэтому добавлять больше ничего не будем. Хорошенько перемешиваем, и наш салатик готов. И вот такой необычный и очень вкусный салат мы с вами приготовили. И выглядит он очень аппетитно.
Девочки, хотела вам сказать, что на канале я составила отдельные плейлисты, распределяя рецепты по категориям, чтобы вам было легче найти тот или иной рецепт. Есть категория салатов, блюда из баклажанов, выпечка к чаю, пироги, блюда из цветной капусты, запеканки и лазаньи, пицца, разные закуски к праздничному столу. Так что вы заглядывайте и ищите то, что вам может понадобиться. Ну а мы перейдем к следующему салату. И для следующего салата я снова беру салат скарола. Снова буду использовать щавель. Теперь беру 2 средних огурца и нарезаю средними кусочками. По желанию можете их очистить от кожуры. Следующий ингредиент – это помидор. Также нарезаю его средними кусочками. Солю по вкусу. Добавляю черный молотый перец. Оливковое масло и немного яблочного уксуса. Перемешиваем, и наш вкусный салатик готов. Вместо помидор можете добавить редиску, тоже будет очень вкусно. И вот такой яркий, вкусный и полезный салат мы приготовили. Оставляем и этот на заметку, а мы перейдем к следующему. Следующие 2 салата у нас будут овощные. Отвариваем морковь, даем ей остыть и очищаем. И нарезаем кольцами среднего размера. Советую выбирать тоненькую морковь, так салат получится красивее. Отправляем в салатник. Следующий ингредиент – это маслины. Я беру и черные, и зеленые, чтобы получилось красочнее. Они у меня не крупные, и я их высыпаю целиком. А сейчас беру крупный зубчик чеснока и пропускаю через пресс. По желанию можно просто нарезать на мелкие кусочки. Солю по вкусу. Добавляю черный молотый перец. Оливковое масло и добавлю яблочный уксус. Хорошенько перемешиваем. Овощные салаты я советую заправлять заранее, чтобы они хорошенько пропитались. И пока он пропитывается, мы нарежем небольшой пучок петрушки. Добавляем в салат, немного перемешиваем, и наш салат готов. И вот такой яркий, красочный и полезный салат у нас получился. Сладость моркови отлично сочетается с солененькими маслинами, а чесночная острота добавляет ему пикантности. Ну а мы пойдем готовить следующий салат. Следующий салат мы приготовим из цветной капусты. Цветную капусту разделяю на соцветия примерно одинаковой величины и слегка отвариваю в подсоленной воде. Долго их варить не нужно, они должны оставаться немного хрустящими. Достаточно несколько минут. И оставляем остывать. Затем берем черные и зеленые маслины и добавляем к цветной капусте. Я добавляю целенькие. Затем беру пару зубчиков чеснока и мелко нарезаю. Но вы, если хотите, можете пропустить через пресс. Количество ингредиентов добавляйте на ваш вкус. Затем присаливаю по вкусу. Добавляю немного черного молотого перца, оливкового масла. А теперь беру пучок петрушки и нарезаю его мелко. И добавляю петрушку к цветной капусте. А теперь добавляю немного яблочного уксуса. Кто не любит уксус, можете добавить лимонного сока. Практически заправляем, как и морковный салат.
И еще один очень вкусный салат у нас получился. Любителям цветной капусты я советую его обязательно приготовить. Я уверена, что вам понравится. Показала вам сегодня 6 вариантов. Я думаю, из них вы обязательно найдете то, что вам по вкусу. И пишите, мне очень интересно, вы когда-нибудь готовили хоть один из этих вариантов? Ну а если не готовили, тогда ставьте лайки и подписывайтесь. У меня еще много интересных рецептов для вас. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи!